Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Человечество уже не 1000 лет гадает, кто же из животных самый умный, постоянно забывая, что мы тоже относимся к этому миру. Кто-то считает дельфинов самыми умными, кто-то слонов, кто-то говорит, что это наши ближайшие родственники шимпанзе, а кто-то утверждает, что это пернатые потомки динозавров. Я уже рассказывала о новозеландском разбойнике попугае Кеа, который так и норовит что-то разобрать. Ищите ролик про Кеа в плейлисте «Птицы». Однако великие умы не перестают спорить, кому же отдать пальму первенства по интеллектуальному развитию, Кеа или нашему сегодняшнему гостю. Встречайте новокаледонского ворона, птицу рода ворон. В южной части Тихого океана есть остров Новая Каледония, на котором обитают настолько талантливые вороны, что понаблюдать за ними приезжают ученые со всего мира. Этот вид описан был впервые в 1831 году. Клюв, лапы и оперение у новокаледонских воронов черные, оперение с розовым, темно-синим или зеленоватым отливом. Клюв среднего размера и отличается тем, что нижняя его часть направлена вверх. Самые умные птицы живут парами или семьями, но также и стаями до 30 особей. Обитают преимущественно в лесах, гнездятся на высоких деревьях и обычно откладывают только 2 яйца в год в сентябре-ноябре. Длина тела новокаледонских воронов такая же, как и у домовой вороны, около 40 сантиметров. Клюв длиной 42-50 миллиметров, размах крыльев до 30 сантиметров, длина хвоста около 18, а масса тела до 300 грамм. Половой диморфизм выражен слабо. Учеными было высказано предположение, что такая необычная форма клюва морфологически развилась вследствие необходимости орудовать изготавливаемыми инструментами. Новокаледонские вороны всеядны и имеют уникальный навык использования и изготовления инструментов для извлечения пищи из отверстий и щелей. Самые умные птицы питаются насекомыми, которых зачастую ловят даже в полете, и другими беспозвоночными, например, улитками, которых, кстати, ворон предварительно сбрасывает с большой высоты на камни или разбивает о твердую поверхность. Не прочь ворон полакомиться яйцами, падалью, семенами и орехами. Но ключевую роль в питании этих птиц играют личинки жуков-усачей, на добычу которых вороны тратят очень много сил. Это их главная вкусняшка. Считается, что новокаледонский вид заполняет экологическую нишу дятловых, поскольку в обоих случаях в местах их обитания дятлы просто отсутствуют. Для добывания любимых жуков-усачей новокаледонские вороны умеют изготавливать различные орудия труда и даже успешно ими пользоваться. А также они, например, делают крючки и ловят ими рыбу. Эти птицы способны решать очень сложные задачи. Например, когда нужно достать из отверстия в дереве прячущуюся там личинку, они берут в клюв веточку, заталкивают ее в углубление и начинают тыкать ей личинку. Когда личинке это надоедает, она вцепляется в ветку, и ворон тут же вытаскивает ее на поверхность и съедает. Изготовленные, кстати говоря, для этого орудия труда ворон забирает с собой, пользуясь ими в дальнейшем, пока не потеряет или не повредит. На основании различных
различных опытов ученые пришли к выводу, что способности по изготовлению и применению орудий труда у этого вида врожденные, а обучение может лишь дополнять и модифицировать эти врожденные способности. Брачный период и выведение потомства у самых умных птиц в мире происходит с сентября по ноябрь. Холостые самцы занимают участки для гнездования и в течение 2 недель ожидают прилета к ним самочек. О своей готовности связать себя брачными узами они настойчиво сообщают периодическими криками. А еще самцы, чтобы очаровать дамочек, машут крыльями, распускают хвосты и кивают головами. Дамы отвечают им взаимностью и проделывают те же самые церемонии, но с меньшим усердием. Новокаледонские вороны гнездятся небольшими колониями и образуют моногамные пары, которые сохраняются на протяжении многих лет. Самка откладывает 2 яйца и насиживает их в одиночку, довольствуясь добычей супруга. Инкубация длится 18-19 суток. Первое время мать остается с деточками, согревая их теплом своего тела, а затем присоединяется к супругу в поисках пищи. И ворончат выкармливают уже оба родителя. Иногда им помогают повзрослевшие дети из предыдущего выводка. Продолжительность жизни новокаледонского ворона в дикой природе около 15 лет. Новокаледонские вороны изучаются уже много-много лет, и мы знаем, что они демонстрируют начальные стадии процесса изобретения новых орудий труда. Ученые говорят, что когда они наблюдают, как вороны делают крючки для ловли рыбы, они становятся свидетелями самых первых шагов на долгом пути развития различных технологий. Новокаледонские вороны доказывают, что в процессе эволюции развитие интеллекта может идти совершенно разными путями. Люди предпочитают подражать окружающим, потому что мы так учимся друг у друга. Соответственно, мы считаем, что и другие животные должны себя вести так же. Но новокаледонские вороны, судя по всему, не обращают внимания на то, что делают другие птицы, и не копируют их поведение, как, например, это делают наши дети. Каледонские вороны не устают удивлять ученых. Но эти птицы удивительны не только благодаря своей незаурядной способности разрешать возникающие проблемы и создавать необходимые для этого инструменты. Они также демонстрируют, что интеллект может развиваться различными путями, а не только так, как это произошло с голыми обезьянами. Это говорит о том, что наш путь развития интеллекта не единственно правильный. Ну и, как вы понимаете, самые умные птицы в мире вымирать не собираются, а по всей видимости решили заменить голых обезьян после очередного падения метеорита. А какого животного вы считаете самым умным на нашей планете? Пишите свое мнение в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!